Привет! На связи команда Help Excel. Меня зовут Настя, и мы продолжаем серию роликов, где разбираем созданные продукты. Сегодня рассмотрим кейс по организации финансовой отчетности для небольшой компании в сфере услуг и ритейла. Начнем видео с рассказа о клиенте. Клиент – владелец 2 сервисных центров и онлайн-магазина. Как это часто бывает в малом бизнесе, отсутствовала финансовая отчетность. Не было понимания, сколько денег зарабатывают сервисные центры и онлайн-магазин. Учет заказов велся в Retail CRM, который интегрировала с моим складом. Стандартные отчеты этих систем не отображали достоверной картины бизнеса. Не было возможности оценить эффективность направлений. Теперь расскажем о решении проблемы. Мы создали таблицу учета финансов для каждого сервисного центра. В них сотрудники заносят информацию об оплате заказов, расходы и инкассацию денег из кассы. Создали таблицу бухгалтера, в которой фиксируются оплаты юридических лиц за заказы и покупки. Каждому платежу указывается сервисный центр или интернет-магазин. Все эти данные попадают в таблицу руководителя. Для получения дополнительной информации о заказах и себестоимости мы интегрировали таблицу руководителя с моим складом и Retail CRM. На основе полученных данных руководитель в реальном времени видит маржинальность, отчет о движении денег, отчет о прибыли и убытках и остаток средств в кассе. Для всех пунктов предусмотрены настройки, изменяя которые руководитель может оценить показатели каждого сервисного центра и интернет-магазина. В дополнение мы создали отчет в Google Data Studio, где вывели основные показатели. Отчет заказчик может изменять самостоятельно или анализировать данные в разных проекциях. Теперь посмотрим решение на практике. Таблица аналитика. Представляет из себя таблицу руководителя. Далее идут 2 таблицы сервисных центров и таблица бухгалтера финансы. Ознакомимся детальнее. Таблицы сервисных центров идентичны и состоят из одного листа «Финансы». На нем сотрудники фиксируют операции. Значения в столбцах «Статья ДДС», «Счет» и «Сотрудник» выбираются из выпадающих списков. Сверху отображаются текущее количество средств в кассе. Таблица «Финансы». Так как ее ведет бухгалтер, операции, которые он фиксирует, относятся к разным проектам. Также в некоторых операциях есть необходимость выбирать контрагента. Поэтому таблица содержит дополнительные столбцы «Проект» и «Контрагент», значения которых выбираются из выпадающего списка. Таблица «Аналитика». Лист баланса отображает текущее значение балансов на выбранных счетах. Для того, чтобы добавить новый счет, достаточно выбрать его из выпадающего списка. Лист «Финансы» представляет из себя сводную таблицу, которая собирается из данных на листах финансы в таблицах сервисных центров и бухгалтера. Листы «Прибыльность моего склада» и выписка Retail CRM служат для интеграции таблицы с соответствующими сервисами. Интеграция работает следующим образом. Руководитель скачивает отчет сервиса и вставляет его в содержимое в нужный лист. Лист ДДС представляет из себя классический отчет о движении денежных средств. Вверху расположены параметры отчета. Изменяя параметры, можно собрать, например, отчет ДДС по счету Сбербанк для проекта интернет-магазин или отчет по наличным в конкретном сервисном центре. Лист отчета о прибылях и убытках. Здесь можно посмотреть маржинальность и чистую прибыль за конкретный месяц. Лист «Справочник». На этом листе настраиваем значением выпадающих списков для всех таблиц проекта. Есть возможность добавить новые статьи ДДС, счета, сотрудников и контрагентов. На отчет Google Data Studio мы вывели основные параметры из отчетов которых рассказали ранее. В правую сторону вынесли фильтры для более детального изучения отчета. На этом обзор подходит к концу. Если у вас появились вопросы по этому кейсу или по оптимизации ваших рабочих процессов, вы можете оставить их в комментариях, либо в нашем телеграм-канале. Там мы публикуем новые бесплатные продукты и отвечаем на вопросы.